Вот что я сделала, смотрите. Значит, во-первых, надо мне немножко слить сюда и сюда, чтобы было удобнее вам показывать. Сейчас. Немножко этого сейчас. Видите, она очень густая, конечно, эта краска. Можно было бы взять другую, но я буду уже искать, которая более такая жидкая, и буду брать такую. Вот, на этом цвете мы будем размешивать все. На вот этой белой. Потому что многие не могут найти, там разные компоненты нужны, да. Но все-таки, где среда, вот эта база, должна быть все-таки семиглосс, потому что или сатин, или семиглосс. Потому что трескается, я уже перепробовала все базы наши, но трескается. Ничего ты с этим не сделаешь, в общем. Вот смотрите, сейчас. Так, вот я отсюда взяла, вот он в стакане, да. Сейчас это отложу. Так, и покажу вот эту вот. Меня спрашивали, ну как получились вот такие ячеечки. Ну вот они у меня так получились, потому что вот это было. Вот именно вот так я сделала. Ладно, давайте так. Вот тоже. Это более жидкая, видите, вот. Она вот такая. Как бы она такая молочного цвета, более жидкая. Сейчас попробую. Сюда тоже немножко, чтобы зря с банки уже не брать. Немножко сюда солью. Так мне более удобно, чтобы сразу не смешивать. Можно было сразу все смешать, но мне так удобнее. Я все не буду смешивать, и как бы нормально. Вот. Сегодня я что-то решила сразу записать. Думаю, потом у меня, если честно, уже времени мало будет. Потому что прилетают мои сегодня. Муж прилетает у меня сегодня, слава богу. Вот. Сын прилетает. И поэтому времени совсем у меня будет мало. Ну вот. Так, вот так. В общем, два, видите, вот у меня два компонента. Теперь я беру вот, предположим, вот такой вот, да. Вот смотрите. Вот. Мы берем одну ложку белого вот этого база. Вот, например, да, или там 2 ложки базы, например, чтобы побольше стало, да. 2 ложки базы. Вы уже сами там посмотрите, как вам удобно делать. Так, сейчас я это потру. Вечно я не подготовлюсь и вечно лазаю там, где не надо. Так, вот, видите? Все, 2 ложки я сюда добавила, да, вот он. И теперь 2 ложки я добавляю вот это. Я уже так на глаз, но примерно вы поняли. Вот, 2 ложки добавляю сюда. Теперь мы это все размешиваем. Хорошо размешиваем. Я просто сегодня одно покажу, а там уже я картинки показала. Делаем то же самое, все как на Шелли Арт, но у нас вот это вот будет только другая. Если там у меня несколько разных, там полуакрилик, там всякое-всякое, а здесь у меня не полуакрилик и ничего, вот видите? Некоторые добавляют чуть больше даже белого вот этого вот база С. Некоторые там, ну, одинаково, в общем, по-разному можно. Вот видите, как получилось? Вот. Теперь вот покажу вот эту вот одну сейчас, остальные потом размешаю и будем делать заливки. Но, предположим, нам нужно, да, смотрите, вот я это размешала, база С и это. И теперь я, может быть, сделаю розовый или красный. Давайте красный. Это обычные у меня Фивикрил. Это более дешевые краски, да. Именно вот я попробую сейчас на более дешевых красках. Никаких этих нет у меня там дорогих. Вот, смотрите. Раз. И вот 2. Все. Вот так.
Много очень на иностранных сайтах сейчас вот это показывают. И ну, как бы делают красивые заливки. Очень интересно получается. Вот. Смотрите, видели? Она должна быть такой, чтобы сюда больше уже не добавлялось ни воды, ни водички, ничего. Уж если совсем она густая, тогда можно, ну, чуть-чуть прям добавить, наверное, наверное, какой-нибудь, скорее всего, лак. Но никак не воду, вот именно в краску. Значит, если мы размешивать будем пигменты, то тогда можно воду. А если краску, то воду уже нельзя вот в этот состав. То только можно лак добавить чуть-чуть. Ну вот, предположим. Вот видите, как у меня получилось. Вот. Видели? Вот. Вот это раз уже готовый у нас. Видите? Вот. Вот это вот уже можно делать вот на, ну, как бы заливку. Вот сейчас я все размешаю, а потом подключусь, и мы с вами сделаем уже хотя бы одно вот из этих заливку. У меня вот есть такие вот штучки. Я сейчас размешаю, может, розовый еще или там желтый, посмотрим какие. И потом уже с вами подсоединюсь. Так, ну все, я размешала краски тут. Вот несколько цветов, посмотрите. Вот так же, как я вам показывала, также я размешала несколько цветов. Вот красный мы с вами размешивали, вот он, видите. Я еще смешала золотой, но вот видите, золотой получился не очень такой цвет. Ну, потом посмотрим, как он будет смотреться. Потому что там же белая краска, и она, конечно, не дала вот это вот, ну, такой вот блеск, в общем. Вот, несколько цветов у меня размешано. Значит, дальше. Я беру вот такую панельку сейчас. Это тоже просто я вам показываю, потому что мне сейчас не нужно портить вот эти мои холсты. Я пока вам просто буду показывать. Теперь у меня есть белая краска, которую я пользуюсь, значит, для Shelly Art. Это полуглянцевая. Значит, я ее заливаю сюда. Вот. Если у вас краска густая, то можно чуть-чуть разбавить, например, водичкой. Если краска густая, вот так, когда вы покупаете, это я сейчас сюда перелила. Если краска густая, вы можете разбавить водичкой и чуть-чуть прям совсем, чтобы она немножко стала жиже. Вот. И вот сейчас будем пробовать. Так, ну вот смотрите, еще что я хотела сказать. Если у кого-то есть, значит, если есть флоритрол, да, вы можете смешать флоритрол, значит, вот так. Черную краску, вот взяли опять 2 ложки флоритрола, 2 ложки, короче, это флоритрол, да, и немножко совсем черной вот этой вот краски Амстердам, или вы какую вы хотите, да, предположим. Хотя я еще один секрет вам скажу. Я попробовала просто клей ПВА, я же вам говорю, не секрет, может быть, это клей ПВА и вода, и очень даже нормально сработало. И очень даже красивые ячейки дают. Но сейчас я не буду размешивать, я уже буду пользоваться тем, что у меня есть, потому что много. Вот. Заливаем мы вот так вот, значит, как всегда, да. Сейчас будем пробовать делать вот с этих то, что размешали. Видите, она немножко гуще, чем, конечно, как вот у Shelly Art, то, что мы размешиваем. Но это потому, что у меня, скорее всего, у меня просто белая краска, вот эта база С, она немножко густая, поэтому можно было чуть-чуть разбавить клеем, ну и это лаком, но я не стала уже. Ладно. Пока попробую так, то, что есть, в общем. Это я же экспериментальное делаю, но... Вот сюда можно добавить чуть-чуть лака, видите? Он очень густой, можно добавить полукрилик, можно добавить или еще что-то там в этом роде. Ну, что-нибудь можно сделать, короче говоря. Надо разбавить немножко, и он очень густой. Хотя тоже получается, неплохо. Сейчас вот буду пробовать, видите, густой. Сейчас попробуем. Тут главное, мне кажется, вот эта нижняя краска база С, которая, чтобы это нижняя краска ну, на этот подушечка, которая, вот эта, она должна быть более-менее, как бы, ну, чтобы подходила. Потому что
остальные, которые я попробовала, я говорю, все они потрескались, никак они не... Или же надо ГАК 800 добавлять в эту, в белую, тогда, ну, ГАК 800 такой дорогой, что, мама ты моя родная, не захочется даже заливки делать. И потом здесь и не найдешь это, вот этот ГАК. Так, дальше, ну что, все. Вот я это все, смотрите, сделала 3 точечки, да? Так, сейчас я вот добавляю черную активатор наш. Вот в этом активаторе у меня есть пристайн. Он на масляной основе. Вот если не, ну, если не на масляной, то, конечно, лучше. Есть еще, ну, мне надо еще размешать тогда уже другую основу и попробовать. Теперь я сейчас раздую. Дыхалки, конечно, не хватает. Ну вот, видите, как получилось? Вот. Видите, она не покрывается сеточкой, как должна покрываться. Видите, как она получилась? Вот. Она получается точечками. Вот. Она вот получается вот такими точками. Вот, видите? Вот. То же самое и там. Это потому что у нас всего 2 компонента. Это вот, которые я вам показывала, значит, база С и вот этот. Так, дальше. Что мы делаем дальше? Теперь, сейчас я это, значит, посмотрю, что мне делать можно. Просто так. Все. Они завелись. Так, вот видите, как получилось. Сейчас буду делать немножко, я хочу помедленнее, но это все равно у нас экспериментальный холст, да? Поэтому немножко в эту сторону и вот в эту. В общем, в основном технику вы поняли. Что я сейчас смешала, я уже вам показала. Вот, даже видите, вот, когда растягиваешь, вот они какие получаются. Очень интересные. Вот так. В общем. То, что здесь холст у меня, конечно, я это базу мало, это положила, налила краску мало, но ничего. Она мне же не нужна так. Я просто вам хотела показать, какие ячейки можно получить без вот этого, то, что мы там, я вот делала на шеллиарт, там разные, да, там совсем по-другому получается. Здесь совсем по-другому, вот. Совсем другие, видите, какая красота. Вот, вам близко показываю. Я буду дальше делать, конечно, я буду еще продолжать, значит, экспериментировать. Да, но вот я думаю, что вот эти вот интересные, ну, как бы можно по-разному уже делать, не обязательно, чтобы все ячейки были одинаковые, там еще что-то вот. Вот можно и вот так. Еще хочу протяжку попробовать сделать вот этой, посмотрим.
Мне нравится. Вот, если честно, очень нравится. Вы знаете, я вот почему сейчас на такой делаю. Я потом их могу использовать. Вот эти вот как... ну, когда я снимаю это с холста, да, они же остаются, вот вам показала, как пленочкой. И это можно использовать по другой цели. Как бы можно что-то придумать, как я раньше делала, какую-нибудь аппликацию или еще что-то, на что-то там наклеить или как-то что-то типа этого. Ну, посмотрите, какая красота. Это совсем другой эффект. Это не как, значит, там. Видите? Вот. Вот так, мои дорогие. Я вам показала. Вот, надеюсь, всем видно. Совсем по-другому и интересно получилось. Вот, вашу просьбу я выполнила. Вот, пробуйте, экспериментируйте. Я думаю, что у вас все получится. Это еще надо немножко еще, как бы, много еще краски. Я потом уже доработаю, да, потому что краски много. Но получаются интересные эффекты. Вот. Так, сейчас я это сниму. Это у меня все уже в краске. В общем, вот так. Вот такими красками мы сегодня залили. Всего 2 компонента. Это у нас база С, краска с базой С. Вот такая база С. Написано везде, в любом месте, когда вы будете спрашивать, в любом магазине, говорите, дайте мне базу С. Они скажут, что это не надо размешать там и все такое, а вы говорите, что нам не надо, вот мы так. И вот эта база С делает вот такие работы. Вот, всем. Так, дальше, что еще хотела показать? Смотрите, уже в конце покажу, ладно. Это я вчера делала заливку, она уже подсохла, но... Я говорю, так как у меня здесь немножко, видите, проблема, вот, почему-то немножко здесь у меня дали трещину. Я не знаю, это от Монмарте, я не знаю от чего. Ну, раньше я делала, не было такого, а сейчас вот немножко, видите, совсем, если вам видно прям. Ну, у меня уже есть идея на это. И еще, силикон мне не надо было вообще добавлять, потому что остались только пятна. Но никаких ячеек, ничего тут не дало. Ну, вот я уже теперь знаю, поэтому вот. У меня здесь есть идея, она очень красиво смотрится. Я хочу попробовать сделать, значит, поталью. Я вот на эту картину я сделаю поталь, и она будет обалденно смотреться. Только надо, чтобы она хорошо просохла, и дальше я сделаю поталью. Так все нормально. Смотрится как 3D-эффект, очень красиво. В общем, вот, я вам показываю. Картина высохла полностью, но мои ошибки, силикон не нужно было добавлять. Вот. А теперь всем пока-пока, мои дорогие. Спасибо, что смотрите. Благодарю вас всех-всех-всех. Вот, всем пока. Всем моим новым подписчикам привет и всем пока. Вот она я, как всегда, в последнюю очередь залазила. Вот. Ну, вот такие дела. Всех люблю. Всех благодарю, пишите, я очень-очень рада, когда вы мне пишете, и я с удовольствием отвечаю на ваши комментарии. Вот, если понравилось, лайк, если не понравилось, дизлайк, и подписывайтесь на канал. Уже выбиваю из себя, потому что я никогда этого не говорила, но теперь надо говорить, потому что YouTube продвигает только так вот. Подписывайтесь на канал, если нравится. Всем пока-пока.